Так, продолжим изучение After Effects. Сейчас рассмотрим меню Project. Сюда мы добавляем файлы. Здесь мы содержим все наши файлы, аудио, видео, картинки, слои. Как мы можем добавить файл в меню Project? Заходим сюда, в верхние колонки, в меню файл, импорт, файл. И попадаем в такое окошко. Здесь мы можем найти, что мы хотим добавить, и добавляем. Можно как папку добавить, так и несколько файлов. Также можно добавить файлы сюда двойным кликом в это меню. Тоже переходим в это окно, выделяем, импорт, удаляем. Еще один способ: через правые клавиши мыши в меню проект вызываем вот такое окошко, импорт, все выделяем, добавляем. Если все выделить и переместить в эту папку, то создается у нас такая папка с этими файлами. Также можно сделать композицию. Выделить. Вот таким вот образом сделать композицию. Либо вот таким вот образом сделать композицию. И здесь задать настройки. Это корзина. Что нас не устраивает, мы сюда можем скидывать и удалять. Здесь происходит поиск файлов. Если у вас очень много файлов, вы можете вот так вот писать тот файл, который вы здесь потеряли, он его найдет. Также, если отодвинем это окошко, мы видим, что у нас каждый файл содержит путь, данные, тип. Также можем здесь проскроллить, посмотреть. Также можно выделить. В принципе, меню проект — это наш контейнер хранения этих файлов. Здесь мы можем также создавать папки, композиции, импортировать файлы. Отсюда можем перемещать сюда, либо сюда. Вот таким вот образом. И все, и у нас уже они на таймлинии. И здесь мы уже начинаем работать. Также в меню проект у нас будут выходить здесь окна. Мы можем между ними переключать. Если их будет достаточно много, здесь будет стрелочка. И мы эту стрелочку, нажимая на нее, будем переключаться на другие разные вещи. Это эффект Control, это проект. Как вы помните, эффект Control — это регулировка эффектов в проекте и на композиции. Мы здесь в этом окне все добавленные эффекты настраиваем. Так, давайте разберем таймлинию. Таймлиния. Мы сюда добавили 3 фотофайла. Чтобы отключить видимость фотофайла, можно вот так вот глазочек убрать. Если здесь есть аудиодорожка, мы можем звук убрать на каждый из них, если они со звуком. Также будет заглушен звук. Ставя замок, мы не можем здесь ничего делать. Он у нас блокируется. Ставя значение соло, он видит только этот объект, на который мы поставили. Если мы переключим сюда, то он будет видеть вторую часть. Здесь у нас настройки. Мы это тоже будем проходить чуть позже. Здесь есть такой ползунок. Мы можем увеличивать и уменьшать наше поле таймлинии. Здесь Graph Editor. Здесь регулируются также настройки, переходы.